Guns N' Roses – легендарная рок-группа, на песнях которой выросло не одно поколение. Редкий поклонник музыкального жанра не слышал хит коллектива под названием Don't Cry. Популярность композиции не стихает уже десятки лет. Команда, которую собрал Axl Rose, отличалась склонностью к скандалам и была олицетворением слогана «Sex, Drugs and Rock'n'Roll». Несмотря на то, что группа выступает на сцене и сейчас, после внутренних перипетий ей не удалось повторить былой успех. Axl Rose воспитывался матерью и отчимом в строгости. Слушать рок-н-ролл ему запрещали, а по выходным мальчика обязывали посещать церковь. Неудивительно, что ограниченный во всех подростковых удовольствиях, в 15 лет он решил пойти против системы. К этому возрасту Axl был главным заводилой для местных хулиганов и частенько попадал в полицейский участок. С приятелем Изи Стрэдлином Роуз познакомился в школе. Юноши сошлись в интересах на почве музыкальных предпочтений, но в отличие от друга, Изи был скромным и спокойным парнем. На досуге они заслушивались песнями AC/DC, Aerosmith и Led Zeppelin и постепенно пришли к выводу, что тоже хотят играть рок. Первыми репетиционными точками для начинающих артистов стали гаражи. Параллельно в личной жизни Эксла происходили изменения. Он бросил школу, случайно узнал о существовании биологического отца, усугубил отношения со стражами порядка. Вскоре он перестал общаться с Изи. Судьба свела их вновь в 1980 году, когда Эксл переехал в Лос-Анджелес, ища свободы от родителей и полицейских. Изи к тому моменту был приглашенным вокалистом в нескольких коллективах. В 1985 состоялось судьбоносное знакомство Эксла Роуза и Трейси Ганса. Несложно догадаться, что фамилии музыкантов вошли в название коллектива. Спустя некоторое время Гансу пришлось уйти из группы, и ее новым участником стал Сол Хадсон. Затем команду пополнил басист Дафф Маккаган и барабанщик Стивен Адлер. Так выглядел первоначальный состав Guns N' Roses. Существует мнение, что название составили из имен команд, где раньше играли участники группы. Одни пришли из Hollywood Rose, а другие из LA Guns. История создания коллектива тем интереснее, что группа набирала популярность не только благодаря таланту. Команду знали как отъявленных скандалистов. Они влачили бедственное финансовое существование. Одной из причин тому было неверное управление коллективом. Им занимался менеджер Вики Хэмилтон. В этот период артистам порой даже нечего было есть, поэтому они не гнушались времяпрепровождения с сомнительными личностями, воровством и хулиганством. Судьба улыбнулась будущим звездам в феврале 1986 года. В местном клубе Трубадур состоялся дебютный концерт. Выступление видели представители нескольких студий звукозаписи, и оно привело зрителей в шок. Артисты выглядели маргиналами, но их звучание нравилось всем. Тому Зутауту удалось подписать с ними контракт. Так Guns N' Roses обрели покровителя. Жанр, в котором группа начинала работать, в СМИ называли ураганным хард-роком. Недавним поклонникам Aerosmith посчастливилось выступать на разогреве у вчерашних кумиров. Это принесло коллективу первую известность и популярность у слушателей. В 1986 вышел первый миньон команды, а затем и пластинка с концертными записями. Guns N' Roses мгновенно стали открытием года и привлекли внимание лейбла Geffen Records. К моменту выхода первой пластинки у группы уже было много фанатов. Дебютный альбом Appetite for Destruction оказался заряжен огненной энергетикой. Тексты песен имели провокационный характер, идеально дополняли уже сформировавшийся имидж коллектива. В 1987 состоялось первое турне по США. К 1990 году диск был продан тиражом более 8 миллионов копий. На протяжении 32 недель пластинка оставалась в хит-параде лучших альбомов страны. Коллектив получил номинацию на Грэмми и завоевал приз American Music Awards. Сингл Sweet Child O' Mine стал настоящим хитом. На композиции сняли клип, покоривший поклонников рок-группы и критиков. В 1988 состоялся релиз сингла Welcome to the Jungle. И миньон Journal Lies. Пластинка раскупалась очень быстро, а название Guns N' Roses теперь было у всех на слуху. Это позволило музыкантам сделать передышку в работе над следующим альбомом. Они выступали вместе с Элисом Купером и группой Iron Maiden. На концертах команды творилось сумасшествие. Давка, фанаты, опьяненные спиртным и звуки хитовых композиций сопровождали каждое выступление. Скандалы продолжали сопутствовать участникам коллектива, и Слэш в этом отношении лидировал. Стив Адлер не уступал товарищу. Пристрастившись к наркотикам, спустя время покинул команду. Его последним выступлением в составе группы стал концерт
Farm 8 Ave, проводимый в помощь фермерским угодьям. 12-часовой марафон собрал 70 музыкальных групп, но новость о выступлении Guns N' Roses помогла продать все билеты за 1,5 часа. Творчество группы было вызывающим и противоречивым. При этом на концертах и гастролях участники выкладывались по максимуму. Место Адлера вскоре занял Matt Sorum. Вместе с новым партнером музыканты начали работу над 3-й студийной пластинкой. Дебютным синглом с нового диска стала песня Civil War. Затем состоялась запись легендарной композиции Боба Дилана «Knocking on Heaven's Door», которая впервые прозвучала в фильме Тома Круза «Дни грома». К этому моменту Axl Rose уже стал секс-символом поколения. В 1991 дискография команды пополнила сразу 2 дисками Use Your Illusion Volume 1 и Use Your Illusion Volume 2. Группа осчастливила поклонников сразу 31 песней. В первый день после релиза было продано 500 тысяч экземпляров пластинок. Они моментально стали лидерами хит-парадов Великобритании. Год великого успеха стал и годом разочарования, когда Изи Стрэдлин заявила желание уйти из коллектива. Роуз пытался отговорить друга от этого решения, но тот оставался непреклонным. Axl верил, что группа может работать качественно, когда ее участники остаются единомышленниками. Стрэдлину долго искали замену. Ею стал Гилби Кларк. В этот период пресса вела ожесточенные нападки на Роуза из-за подозрений в расизме, но это не сказывалось на качестве музыки, которую создавала команда. 1991 стал датой выпуска знаменитой баллады Don't Cry. В апреле 1992 года группа участвовала в мероприятии, посвященному памяти Фредди Меркьюри на стадионе Уэмбли. Летом Guns N' Roses отыграли 25 концертов, выступая в дуэте с группой Metallica. Музыка коллектива была противоречивой и вызывающей. Она заряжала энергией, отличалась яркой индивидуальностью и задором панк-рока. Молодежь обожала Guns N' Roses, и музыканты купались в лучах славы. Группа отправилась в мировое турне, которое завершилось 1993 выпуском альбома The Spaghetti Incident. Песни коллектива звучали в каждом доме. В их клипе снялся знаменитый Терминатор Арнольд Шварценеггер. Редкий школьник не знал текста November Rain. Творческая биография Guns N' Roses оборвалась внезапно, когда Axl Rose заявил о своем уходе из группы. Он также забрал права на ее название. Артист продолжил выступать самостоятельно, меняя составы команды приглашенных сессионных музыкантов. Его бывшие коллеги реализовались в сольной карьере. В 2008 году Guns N' Roses выпустили пластинку Genesis Democracy, но она не имела и доли былого успеха. В 2016 состоялся реюнион-тур команды Not in This Lifetime, который дал фанатам надежду на то, что в истории группы еще будут яркие хиты. В 2018 музыканты выступали в Москве, собрав Олимпийский. 6 августа 2021 года группа выпустила сингл «Абсурд». Первый новый материал с 2008 года. 24 сентября вышел еще один сингл «Hard School». Оба сингла являются проработкой песен с сессии Genesis Democracy. Hard School будет выпущен в виде одноименного EP в начале 2022 года, включающего абсурд и концертные треки. Позже, в 2021 году, Slash заявил, что группа переработала песни периода Genesis для будущего релиза. В 2022 году он подтвердил, что группа работает над новыми песнями, которые могут быть позже включены в альбом, заявив: «Новый материал Guns выходит по мере того, как мы говорим, и мы, вероятно, будем продолжать выпускать его, пока не будет закончен весь материал альбома». Позже он сказал, что еще 2 таких сингла, вероятно, будут выпущены к июню. Пока в графике команды запланировано участие в нескольких мероприятиях в США, рокеры стали хедлайнерами знаменитого фестиваля Voodoo Music. Артисты участвовали в записи альбома с хитами, авторство которых принадлежит Бобу Дилану. Выпуск пластинки приурочили к 88-му дню рождения артиста. Guns N' Roses высказали знак уважения музыканту, как и звезды Адель, Шер. Затишье в творчестве не мешает Guns N' Roses по-прежнему окружать себя скандальными новостями. Так группа выставила иск пивоваренной
предвыборной кампании, который выпустил напиток под названием Guns N' Roses. Роуз решил отстоять права коллектива, как делал это, когда композиции рокеров использовали на митингах в поддержку Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании. Сейчас поклонники могут подписаться на верификационный аккаунт группы в Инстаграме и наблюдать за анонсами ближайших концертов. Профиль Guns N' Roses периодически пополняется фото и видео, а также маркетинговыми материалами. Сколько зарабатывает Guns N' Roses? Можно судить по концертной деятельности, которая происходила за последнее время. Мы не берем в расчет этапы, которые были давно, в периоды очень большой былой славы. А именно, тур начался 1 апреля 2016 и длился более 2,5 лет, до 8 декабря 2018 года. Начали в Голливуде и Лас-Вегасе, и этот первый этап принес Гансам $15,5 миллионов. Главная цель была достигнута, интерес к группе вернулся и захватил весь мир. Ребята разогрелись и продолжили аншлаговые гастроли по США и Канаде, к концу второго этапа положив в копилку еще $117 миллионов. Затем они перебрались южнее. Третий этап прошел по странам Латинской Америки, и тамошние фаны самолично принесли Гансам $56,5 миллионов. Итого к концу 2016 на концертах побывали почти 2 миллиона зрителей, а суммарный доход составил $192 миллиона. Но основное было еще впереди. Австралия, Новая Зеландия, Япония и прочие азиатские страны. Этап номер 4. Затем Европа, снова 2 Америки, опять Азия и еще раз Америка с Европой. Итого тур растянулся на 10 этапов и больше, чем на 2,5 года. В результате ганцы объехали все континенты и дали 159 концертов, 80 в США, 16 в Южной Америке, 8 в Океании, 16 в Азии, 38 в Европе и 1 в Африке, заработав при этом $563,3 миллиона. Колоссальная сумма. Конечно, это брутто, без вычета расходов и налогов, но все равно осталось очень много.